Всем привет, это Денис Вейбер, и сегодня я решил немного отойти от уже привычного формата и рассказать о том, почему быть 3D-моделером так круто. Поддержите это видео лайком и обязательно досмотрите его до конца. А еще напишите в комментариях, понравится ли вам такой формат, мне действительно очень интересно это узнать. Сейчас 3D достаточно популярная сфера, и я решил рассказать о ней более подробно. Представляю вашему вниманию топ-5 плюсов в работе 3D-моделера. Поехали! Первый и, наверное, самый привлекательный плюс – это разнообразие программ для 3D-моделирования. Если для монтажа видео, грубо скажем, большинство людей используют 3-4 программы, то для создания 3D можно выбрать из целого десятка. Каждая из этих программ предоставляет свой функционал и заточена под какие-то определенные задачи. Но для создания 3D-графики моделер может использовать именно ту, что понравится ему больше всего. 3ds Max, Maya, Cinema 4D, AutoCAD, Houdini, ZBrush, Paint 3D и, конечно же, мой любимый Blender. Думаю, что вы хотя бы раз слышали все эти названия. Вы можете выбрать бесплатную программу или купить одну из них на сайте производителя. При этом для каждой из программ в интернете есть огромное количество уроков, обучалок и курсов. А сообщество моделеров сможет помочь, если вы перерыли весь Google в поисках решения своей проблемы. Если 3ds Max может пугать своим видом неподготовленного новичка, то Blender очень даже юзер-френдли. Достаточно изучить самые основы и постепенно углубляться в функционал программы. Выбор всегда остается за вами. Второй плюс – это перспектива развития сферы. Какое-то время назад 3D использовалось только крупными компаниями, например, разработчиками игр или графики для фильмов. А сейчас весь мир буквально помешался на 3D. Если вы посмотрите на современную рекламу, то в большинстве случаев увидите, что там используется 3D. Вместе с развитием программ для моделирования развивается и компьютерное железо, а с ним и качество создаваемой графики. Любой желающий даже со средним по мощности компьютером может повторить, например, сцену из Терминатора. И я уверен, что дальше будет только круче. Человек в одиночку уже сейчас может создать полноценную игру или свой небольшой 3D-мультфильм. Если вы ищете одну из самых перспективных сфер, вам определенно нужно в 3D. Думаю, что третий плюс самый важный лично для меня. Это возможность выбора направления и саморазвития. 3D не ограничивается простым созданием моделек. Вы можете стать скульптором, моделировать объекты для игр, добавлять движения персонажам, создавая скелет и скелетную анимацию, и даже программировать перемещение частиц воды для красивого видео. Самое прикольное, что вы можете выбрать то, что вам понравится. Когда вы определитесь с направлением, в котором будете двигаться, останется только совершенствоваться в нем. Если помнить про перспективу сферы 3D, то процесс развития в направлении не закончится никогда. И вы будете постоянно только улучшать свои навыки и становиться все прокачаннее. Тем более, никто не запрещает менять направление или даже совмещать одно с другим. Например, вы можете делать модельки роботов для игр и потом создавать для них скелеты и анимацию. Или моделировать трехмерные дома и населять их виртуальными жителями. Четвертый плюс – это неограниченный заработок. Думаю, что, как и в других перспективных сферах, 3D-специалист может заработать бесконечное количество денег. Если говорить про офисную работу, ему всегда есть куда расти, а если про фриланс, то тут все ограничено только вашим умением и коммуникабельностью. Возможно, не каждому человеку дано открыть студию 3D-графики, но каждый может развиваться в своем направлении и стать востребованным специалистом, у которого не будет отбоя от клиентов. Вы можете создавать модельки для стоков, делать их на заказ, мешать 2D и 3D анимацию и многое другое. Если вы думаете, что именно сейчас уже поздно заниматься 3D, то спешу вас обрадовать, начать никогда не поздно. Кто угодно может начать в любой момент, и в мире полно этому примеров. Поэтому, если вы хотели заняться изучением 3D-графики, начните с малого прямо сегодня. И последний, но не менее важный плюс – это бесконечные возможности в создании 3D-графики. Когда я только начинал заниматься 3D, я, честно сказать, и не думал, что смогу сделать вообще что-либо из того, что видел. Играя, например, в GTA 5, ты не задумываешься, что эти модельки хоть и специально оптимизированы, но сделаны обычными людьми, которые занимаются 3D-графикой. Вы можете смоделировать вообще любой существующий или несуществующий объект, который только придет вам в голову. Целые города и игровые миры создаются в 3D-программах, а потом весь мир восхищается тем, насколько атмосферно даже просто находиться в них. Придумайте что-нибудь и вбейте в гугле, например, как создать машину в Blender, и вы увидите просто сотни видеоуроков, которые пошагово объясняют, как это сделать. Вы можете создать робота, человека, здание и целую планету в 3D, а потом, к примеру, найти программиста и добавить все это в дополненную реальность или в свою собственную игру.
Это были мои 5 плюсов в работе 3D моделлера. Напишите в комментариях, какие лично вы видите плюсы в работе с 3D. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Так я пойму, что вам интересны подобные темы, и сделаю еще одно видео, в котором расскажу о 5 минусах в работе 3D моделлера. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не потерять канал Polyroad в списке подписок. И до встречи, скоро здесь будет что-то очень крутое.